Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 26 февраля, воскресенье. Сегодня поговорим о глобальных вещах, о Китае, о предстоящем развале России, как об этом заговорил уже сам Путин, ну и о других важнейших тенденциях на сегодняшний день. Президент Байден, выступая перед телекомпанией ABC, заявил позавчера, что он, собственно говоря, не особо и верит в то, что Китай окажет летальную помощь России. И, как вы понимаете, это его заявление прозвучало несколько неожиданно на фоне высказываний, причем неоднократных, Тони Блинкена о опасности растущей поставки летальных вооружений из Пекина в Москву, а также некоторых высказываний директора ЦРУ. По словам Байдена, я не ожидаю крупной инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России, сказал Байден в интервью в Белом доме. Не прошло и дня, как вчера директор ЦРУ Бернс высказал свое прежнее мнение, которое совпало с мнением Блинкена, о том, что есть основания предполагать, что Китай движется в сторону принятия решений в плане оказания возможной летальной помощи России. Опять, видите, сколько здесь модальностей и сколько сослагательных наклонений. Нельзя исключать, сказал он. Ну, я вам так скажу, понимаете, вообще нельзя ничего исключать в этом мире. Поэтому, конечно, нельзя. Причем не только сегодня. С февраля прошлого года нельзя было исключать того, что Китай будет рассматривать возможность поставки летальных вооружений Москве. Конечно, нельзя. Чисто умозрительно, да? Если анализировать в целом характер отношений между двумя странами, войну, которую развязала Россия. Поэтому единственное, что меня удивляет, почему эта настороженность возникла именно сейчас. Будем держать глаза и уши открытыми, будем наблюдать ситуацию дальше. Что происходит в Китае тем временем, от которого ждут такого злодейства? Китайская газета Global Times, это, напомню, рупор Компартии Китая, который отражает сугубо официальную точку зрения, опубликовала интервью с российским послом в Пекине Маргуловым, в котором он высказал несколько интересных соображений. Речь прежде всего шла о предстоящем, да уже идущих поставках американских, скажем так, тяжелых танков из стран НАТО в Украину. По этому поводу он предостерег. Во-первых, он сказал, что эти поставки являются безусловным, неопровержимым фактом, подтверждающим прямое вмешательство и участие Соединенных Штатов и стран НАТО, как он сказал, в конфликт в Украине. Хотя ему тут же можно было бы задать встречный вопрос: а какое ваше дело, что происходит в Украине? И зачем вы туда влезли и развязали этот конфликт? Конечно, китайцы не задали этот вопрос, поэтому посол продолжал дальше. Он пообещал жесткие меры в случае, если это оружие, включая танки, будет использовано для захвата, внимания, конституционной территории России или будет использован подкалиберный бронебойный снаряд этими танками с урановым сердечником. Затем, развивая самую мысль, что ж такое конституционная территория России, он пояснил, что к ней относятся попытки захвата нашей территории, то есть удары вглубь этими танками, вглубь российской территории, и попытки захвата нашей конституционной территории. То есть, наверное, имеется в виду, что в Москве теперь опасаются, что эти танки в какой-то момент перейдут украино-российскую границу и двинутся вперед на территорию агрессора и будут захватывать там
его конституционную территорию. Тут это заставит нас принять жесткие ответные меры. Что касается бронебойных снарядов с урановым сердечником, то, по словам посла, озабоченность Москвы вызвана прежде всего тем, что применение этих снарядов приводит к, надо полагать, радиоактивному заражению территории. А если эти снаряды будут применяться на конституционной территории России, то это фактически будет свидетельство чуть ли не о применении ядерного оружия Украиной и странами НАТО против России. Вот тогда они будут готовы принять самые жесткие ответные меры. Из этого следует, из высказывания посла, то есть вот он типа прочертил красные линии, исходя из которых бить врага на территории Украины с помощью этих танков и этих снарядов с бронебойным сердечником, включая освобождение конституционных украинских территорий, коими является вся Восточная Украина, Донбасс, а также Крым. Все это с точки зрения Москвы теперь, видимо, допускается, и это не должно повлечь за собой жестких ответных мер. Вот такое интересное интервью опубликовала китайский рупор Компартии Китая. И вообще, значит, интересные вещи происходят в Китае. Во-первых, Китай, который широко рекламировал опубликование, то, что они называли планом мирного урегулирования так называемого конфликта в Украине, теперь, значит, они съехали, и теперь это не план, а это просто позиционный документ или документ о позиции, общей позиции Китая в отношении этого так называемого конфликта. То есть это так значительное понижение важности, как они раньше говорили, исторической важности этой инициативы. Теперь, в общем-то, это даже не инициатива, потому что это не план, это просто изложение позиции Китая, но это даже не приглашение к конкретному действию, понимаете? То есть Китай понял, что замах был на рубль, как говорится, а хлопок на копейку с этой позиционной бумагой. Следующее, значит, этот план, когда он еще был планом и анонсировался таковым, должен был быть анонсирован Си Цзиньпином, но так получилось, что товарищ Си Цзиньпин так и не выступил. Значит, это объясняется тем, что его на Запад и Украина не приняли. Ну и теперь понятно, что даже в плане пропаганды среди стран так называемого глобального юга вряд ли что в этот план или позиционный документ принесет особый успех. На этом фоне, с государственным даже визитом, по приглашению Си Цзиньпина, этот визит должен продлиться, если я не ошибаюсь, чуть ли не 3 дня. Но мы же с вами понимаем, что Лукашенко не бог весть, какая мировая величина в мировой политике, чтобы отрывать хозяина великого китайского, значит, народа, да, я имею в виду Си Цзиньпина, от важных государственных дел аж на целых 3 дня. Китайская печать отмечает 2 крупные темы переговоров, которые будут там вестись с Лукашенко. Первое – это экономические вопросы. Отмечается, что Беларусь одной из первых признала план и приняла план близко к сердцу. Один путь, один пояс. Ну и экономические отношения начали развиваться вроде нормально. Потом они вроде приостановились в связи с ковидом. И сейчас отмечается, что Беларусь, по мнению китайских товарищей, очень заинтересована в китайских инвестициях и в бурном развитии взаимного экономического сотрудничества. Второй, как отмечается в газете, в частности Global Times, вторая группа вопросов – это опять-таки так называемый конфликт в Украине, то есть война между Россией и Украиной. И вот и все, на этом они ставят точку. Что они там будут обсуждать?
каким образом вписывается Беларусь, хотя, с одной стороны, это вроде союзное государство, но мы знаем, что это союзное государство. Когда надо, она союзная, а когда не надо, она вроде бы и отдельное государство. Ну, в общем-то, суверенное пока так, по большому счету, отдельно от России. И что она будет обсуждать в плане этой войны в Украине, это большой вопрос. Памятуя опыт Белоруссии использовать санкции против России для своего экономического развития, то есть для использования территории Белоруссии для контрабанды товаров, запрещенных Запада, в Россию, а также для экспорта товаров, которые, значит, были запрещены экспорт из России через Беларусь. То есть мы помним, что в какой-то момент Беларусь вдруг стала крупнейшим поставщиком морепродуктов в Российскую Федерацию. В этой связи я бы не стал исключать возможности обсуждения вопроса о строительстве именно на территории Беларуси этого предприятия по производству дронов, о котором вот в последнее время говорил, возможности чего говорил в последнее время и Тони Блинкен, и директор ЦРУ Бернс. Вот за этим нужно внимательно наблюдать. Американцы по всем каналам уже неоднократно предупредили китайцев, что этого быть не должно. И, видимо, китайцы вот и хочется, и колется, и в то же время как-то так опасно. Я вам напомню, что на последнем голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции в поддержку, значит, Украины, которая потребовала немедленного, безоговорочного и полного вывода российских войск с территории Украины, две страны, такие как самые важные сейчас для России, это Китай и Индия, воздержались, что свидетельствует, и по мнению американцев тоже, свидетельствует о том, что они не являются союзниками России в полном смысле слова, но они пытаются по полной мере использовать растущие проблемы путинского режима, прежде всего в экономическом плане. То есть они его обдирают как липку. А с другой стороны, значит, в качестве оплаты за это, за фактически дармовые углеводороды, которые они сейчас получают из Мордора, они занимают такую, что называется, гибкую, так называемую позицию по внешнеполитическим и дипломатическим вопросам. И вот буквально вчера закончилась встреча в Индии лидеров стран G20, в которой вот опять проявилась эта обособленность или особая позиция Индии и Китая. Я напомню, что в этом году Индия председательствует в рамках G20. Так вот, по результатам этого совещания не было принято единого коммюнике, который бы отражал позицию всех стран двадцатки. Вместо этого Индия, как председательствующий, сделала, что ли, там сноску внизу под изложением общей позиции, потом внизу сноску о том, что большинство стран выразило озабоченность действиями России в Украине, ну и проявила там солидарность с Украиной там, и так далее. Вот. Отмечается, что Китай и Индия воздержались, не разделили, то есть не осудили, как они не осудили в ООН, так не осудили на этот раз, но и не поддержали Российскую Федерацию. Вообще, вот что касается Индии, я вам уже говорил об этом, наметилась интересная тенденция. То есть Китай, Запад критикуют за его якобы пособничество Российской Федерации, а Индии, которая закупает не меньше, ну, может быть, не намного меньше нефти и нефтепродуктов, у России никакой критики абсолютно, потому что сложился великолепнейший уникальный механизм, который вот в последнее время дополнился еще странами Магриба. Это страны Северной Африки. Вот сегодня в Wall Street Journal вышла со статьей о том, что вдруг, откуда ни возьмись, вот эти страны Северной Африки стали крупными, очень крупными
покупателями российской нефти. И потом они ее перерабатывают и дальше ее поставляют, нефтепродукты, уже как свои собственные. То есть сложился механизм, который, вы помните, еще месяцы назад мы с вами обсуждали, что американцам, Западу, для того, чтобы на финансовом и экономическом фронте, скажем так, мочить Россию за ее агрессию против Украины, необходимо держать нефть ниже $100 за баррель. С другой стороны, нельзя допускать недостачи нефти и нефтепродуктов на рынке, потому что тогда эта цена идет вверх, и это хорошо для России. Поэтому финансовый гений Дженет Йеллен придумал вот эту историю с потолком цен, и получается, что значит, Индия, Китай, теперь, значит, Китай оставим, это пособник, значит, России, а Китай и эти страны Магриба, они приобретают по бросовым ценам в 2 раза меньше, как минимум, в 2 раза меньше цены марки Brent, покупая, значит, сырую нефть в Российской Федерации, таким образом, значит, скашивает доходы в 2 раза меньше, чем Россия могла бы продавать цены. То есть сильнейший удар по доходам в казну Российской Федерации, а затем перерабатывает и продает уже как свои нефтепродукты на внешний рынок, обеспечивая таким образом достаточное количество этих нефтепродуктов для развития мировой, в том числе западной экономики. Причем регулятор, вот условный крантик от этого механизма, находится в руках Соединенных Штатов Америки. Соединенных Штатов Америки, потому что они могут, и естественно, Евросоюза, потому что они могут притормозить закупку нефтепродуктов из Индии и вот этих стран Северной Африки. И тогда те, в свою очередь, будут вынуждены затормозить и сократить приобретение нефти сырой у Российской Федерации там и так далее. Вот такая глобальная ситуация складывается на настоящий день. И тут вдруг, откуда ни возьмись, появляется интервью Путина российскому телеканалу «Россия-1». Вроде бы же он все сказал, недавно выступал с посланием к Генеральному собранию, но решил разъяснить еще очень важную вещь для страны. Согласно его высказыванию, Запад ставит своей целью развал России и установление контроля над ее бывшими частями. В таком сценарии, по словам Путина, русский народ в нынешнем виде может не сохраниться, а вместо него возникнут московиты, уральцы и другие. Вот что заявил Владимир Путин в интервью «России-1». Ну и он еще сказал, что вот это и есть цель настоящая сейчас НАТО, Соединенных Штатов Америки. И это цель, которая подкреплена их ядерным потенциалом, и с этим нельзя не считаться. Вот такое заявление. Теперь почувствуйте разницу. То, что он говорил 24 февраля, накануне вторжения, 24 февраля прошлого года, и вот то, что он сказал сейчас. Тогда это был такой демиург всего мира, который решает стратегические вопросы мироустройства, да, который взламывает ситуацию, отбрасывает, вернее, собирается отбросить НАТО к границам 1997 года, подавить форпост НАТО у своих границ в лице Украины, который предупреждает западную цивилизацию, что если они посмеют вмешаться в осуществление так называемой специальной военной операции Путина, то они понесут такой удар, такое потрясение, которое не несли никогда в своей истории. И вот в результате этой победоносной путинской войны теперь головная боль России, российского руководства, Кремля, Путина лично, что дело идет к развалу России. То есть уже не о великой державе, уже не о вставании даже с колен, не о отбрасывании НАТО к границам 1997 года. Теперь только бы Рашу, путинскую Рашу сохранить,
чтобы там не появились московиты, уральцы и другие. Помните, мы сколько с вами говорили, что Россия – это колониальная страна. Причем уникально колониальная, в то время, когда, значит, такие страны колониальные, ну, там, Испания, в свое время Португалия, Великобритания, то есть была метрополия, а где-то там за океанами, за морями были колонии, другие территории. Россия – это вот есть вся в рамках своих границ, это есть колониальная империя, где метрополия – это Москва, ну и в какой-то степени примкнувший к ней Петербург, а вся остальная территория – это и есть колонии вот этой Московии, которую эта Московия грабит. И вот возникла настолько реальная опасность развала этой колониальной империи, что Путин вслед немедленно практически после выступления перед Федеральным собранием вынужден специально об этом сказать. Вот откуда исходит теперь угроза России. Но тут возникает вопрос, а кто же в этом виноват? Кто же довел Россию до такого состояния? Ведь вроде бы недавно совсем все было другое. Россия уже вроде встала с колен, и вроде с деньгами было хорошо, и газ, нефть, все продавалось. И тут такой крах. В этой связи я хочу с вами перейти к теме активных мероприятий, которые вот вытекают из того, что я вам рассказал. Если вы помните это, если нет, вкратце напомню. Разведка, работа разведки, она имеет три компонента, три глобальных задачи. Первый этап или этапа. Первый этап – это сбор информации. Второй – это анализ этой информации, чтобы понять, что происходит в мире. И третье, когда поняли, что происходит в мире, тогда принимается решение, как мы можем управлять этим миром, исходя из наших знаний. И тут проводится активное мероприятие, то есть это донесение направленной информации на соответствующие объекты, то есть это или отдельные лидеры политические, там и другие, или отдельные группы населения, или целые страны, там аудитория бывает разная. Так вот, оказание информационного влияния, психологического влияния на определенную аудиторию с целью достижения своих целей на основании анализа полученной информации и ее анализа. То есть активное мероприятие, оно считается высшим продуктом разведслужбы. Ну и должен сказать, по большому счету, мне нравится вот такая научная или полунаучная интерпретация этих трех этапов в работе разведки. Но должен сказать, что активными мероприятиями особо активно за все время своего существования занималась именно советская разведка. Запад как-то так особо этим не занимался в качестве, значит, в виде информационного и психологического влияния на другие страны. Во всяком случае, не в таких масштабах, как советские спецслужбы. Так вот, значит, напомним все это. Я вам хочу привести два конкретных примера последних буквально активных мероприятий российских спецслужб, которые являются следствием вот той информации, ситуации, которую я вам только что описал, о том, что в Кремле уже сам Путин доперли, что страна стоит на грани развала, то есть полного краха. Для того, чтобы состоялся этот развал, нужно понести военное поражение в Украине, нужно понести поражение в экономическом противостоянии с Западом, и только тогда, значит, возникает эта угроза. То есть там допускают уже это все, понимаете? Вся соль этого, что сказал Путин. Так вот, перейдем к активным мероприятиям. Недавно мне прислали, так бы я и не нашел, видео, ссылку на видео в YouTube. Его просмотрело, оно опубликовано примерно 2 недели назад. Изготовлено оно, судя по всему, где-то в конце прошлого года. Во всяком случае, еще до того, как начало работать в полной степени эмбарго на импорт российской сырой нефти в Европу, которая 5 декабря было объявлено. То есть, по крайней мере, он был изготовлен до 5 декабря. И только сейчас, вот где-то 2 недели назад, его выбросили
в эфир. Я не буду вам говорить ссылку, потому что я не помощник российским спецслужбам, а это значит, видео, оно как бы объясняет вате российского, то есть быдломассе, которая является ядерным электоратом Путина, значит, объясняет необходимость того, чтобы убраться из Украины. Поэтому я не буду давать ссылку на это. Кто заинтересован, найдет. Называется она «Ловушка 22», это видео. И выпустила сайт, который его опубликовал на YouTube, называется «Настоящие патриоты». Вот до настоящего момента его просмотрело, по-моему, там что-то 677 человек. Всего-навсего. Изготовлено высококлассно. То есть допустить, что это какая-то там группа патриотов. Но патриоты мы знаем, какие в России сейчас в основные. То есть левые патриоты, они все разгромлены, они где-то за границей. Они такого не напишут. Это вообще та логика, та риторика, которая там содержится в этом видео, она чужда левому, так сказать, крылу российского политикума. То есть это вот такие пропутинские, я бы сказал, прокремлевские. То есть это те люди, которых я называю патриоты-идиоты. Им даже с технической точки зрения сделать такой продукт совершенно невозможно. То есть это профессиональное видео примерно на 10 минутах, где работали серьезные аналитики. Это не значит, что там все идеально. То есть там и аналитики, и фальсификаторы, все вместе. Но, видимо, сработала серьезная команда. Там идет профессиональный видеоряд абсолютно. Ну, то есть его можно показывать на большом экране, как документальный, как метражный документальный фильм. Автор четко поставленным голосом все это зачитывает и так далее. Вот, то есть это не самоделка, которую вот группа товарищей собралась, типа Гиркина, и зачитывает на фоне какой-то тряпки, которую они называют флагом Новороссии или там чего-то там и так далее. Вот, поэтому, значит, могу исходить только вот анализ чисто технической точки зрения исполнения этого видео, могу заключить, что это, ну, скорее всего, спецслужба, особенно когда поймешь, какой месседж там содержится. Теперь перейдем к месседжу. Значит, месседж. Россия попала в ловушку, которую ей уготовил Джо Байден. Это тот страшный, ужасный человек, который, видя еще во время предвыборной кампании, когда он боролся с Трампом, он заявил: когда я стану президентом, я поставлю Путина на место и, значит, приструню его, и он больше не будет пугать Западную Европу, Украину своими там ракетами там и так далее. И как только он стал президентом, тут же администрация объявила страшные санкции против России. В Киеве смекнули теперь, какие ветры подули из Потомака. Летом уже приняли закон о территориальной обороне. Американцы втихаря начали поставлять туда ракеты, джавелины, стингеры. Россия начала потихоньку возмущаться. Значит, после того, как она начала возмущаться, по указке из Вашингтона киевский режим участил обстрелы территории, где проживало мирное население Донбасса. Ну и возникла угроза, все росла стремительно угроза, что Украина превратится в форпост НАТО, у самого подбрюшья России. И дальше ждать было невозможно. Невозможно было ждать, и Путин объявил, для того, чтобы спасти Россию в этой ситуации, объявил о специальной военной операции. И вот тут-то произошла большая ошибка. Он попал в ловушку. Почему? Надо было ракетами и бомбардировщиками отбомбиться, и все. И на этом закончится. Все бы закончилось. Но Путин вел войска, и вот это роковая ошибка. Россия увязла,
и, видимо, увязла на многие годы, если не предпринимать немедленные решительные меры. Теперь дальше. Давайте проанализируем, говорит голос за кадром. Кто же выигрывает в этой войне? Ну, Украина, понятно. Страна разрушена, экономика рухнула, страшная инфляция, 7 тысяч домов, как там насчитано, разрушено, предприятия разрушены. Для восстановления необходимо, по их подсчетам, 217 миллиардов долларов, которых нет даже у Запада. Ну, тут они отступление сделают, тут они ошибаются, потому что 340 миллиардов, которые сейчас заморожены российских, вот они и пойдут. И пойдут, в том числе они пойдут на восстановление Украины. Но, тем не менее, для того, чтобы только восстановиться, Украине нужно будут десятилетия. Это не победа. Опять-таки сделают отступление. Вот неправильное совершенно заключение, потому что по окончании Второй мировой войны значительная часть территории Советского Союза была разрушена. Значительная часть территории Европы была разрушена. Но это не означало, что Германия проиграла, а не союзники, несмотря на разрушение. Так же самое. Вот, да, враг нанес эти подлые удары по инфраструктуре, жилому сектору, убил десятки тысяч, в том числе мирных граждан в Украине. Но это никак не значит, что Украина не может выйти победителем. Победа – это победа вооруженных сил. И в Москве, в Кремле это понимают, поэтому и заговорили о возможном развале, расчленении России. Ну, бог с ним. Короче говоря, они приходят к выводу, что Украина не может быть победителем. Россия тем более не может быть победителем в этой войне, потому что, ну, во-первых, вместо того, чтобы отодвинуть НАТО, теперь НАТО, территория, разделяющая Россию и НАТО в связи с подключением к НАТО, вхождением Финляндии и Швеции, доходит до 1200 километров дополнительно. И там сильнейшая армия шведская, и финская армия тоже сильная и боеспособная, то есть угроза, наоборот, нарастает. Россия потеряла огромное количество людей. Кстати, авторы этого шедевра, они не верят в те цифры, которые насчет потерь российских говорил Шойгу. Значительная степень бронетехники, как они говорят, сотни единиц уничтожены. То есть по военному потенциалу страны нанесен страшный удар. Экономика. Они понимают, так называемые настоящие патриоты, что санкции работают на стратегическую перспективу, где у России нет никаких шансов. Она вырезана сейчас из международного разделения труда, из технологических, торговых, других цепочек. Эта страна уже страна-изгой. И вот это все вместе взято, из западных институтов в значительной степени изгнано. И все ведет к тому, что если дальше это продолжится, то Россия превращается в незначительное второстепенное государство. Правильный вывод, совершенно правильный. Итак, кто выигрывает теперь? А выигрывает, оказывается, Соединенные Штаты Америки благодаря гениальному плану Джо Байдена. Ну, во-первых, Россию выкинули с газового рынка Европы. Теперь там номер один Соединенные Штаты Америки. Экспорт американского газа увеличился на 50% в Европу. И теперь они там номер один. Нефть – то же самое. Продажи оружия. Да, американская продажа оружия благодаря тому, как умело используют это оружие ВСУ, они взлетели минимум в 2 раза, до 50 миллиардов долларов. С 20 или с 25, в 2 раза. И это еще не предел. Дальше, сколько лет, сколько администраций Соединенных Штатов просили европейцев увеличить их военный бюджет там, на 2%. Никак не удавалось. А теперь, в результате, вот за прошедший год, только у государств восточного фланга НАТО военный бюджет был увеличен от 60 до более чем до 200%. То есть произошло колоссальное усиление военной мощи восточного фланга НАТО. То есть куда ни посмотришь, везде провал. Что делать? Немедленно выводить войска.
И вот тут самое главное. Каким образом? Значит, если мы сейчас... А дело, опять-таки, я вам говорю, что это было сделано где-то, ну вот до 5 декабря, то есть после того, как они убрались из Херсона. И вот говорят, теперь надо уходить отовсюду до границ 24 февраля 2020, то есть прошлого года. И тогда мы сохраняем в какой-то степени свой потенциал военный, затем с нас снимут санкции, иначе избиратели на Западе не поймут, Россия вывела свои войска, почему правительство западных стран сдерживает санкции, ведь наступает рецессия. И вот тут опять аналитики настоящих патриотов, как-то так они не догоняют, что эти санкции – это всерьез и надолго, потому что Россия вырезана из международного разделения труда и будет там находиться на все обозримое будущее. А рецессии нет пока на Западе. Нет. Поэтому расходы на дальнейшее оказание помощи Украине, они составляют, ну вот посчитали, там какая-то несчастная часть из бюджета Пентагона, а ВВП Соединенных Штатов помощь Украине составляет 0,21% ВВП. Это вообще ничто, совершенно ничто. Но, тем не менее, значит, они считают, что и будут отменены санкции, и все нормально. А самое главное, они говорят, мы победили. Почему? Да потому что мы никогда не ставили своей целью приобретение украинских территорий, мы ставили целью устранение угрозы, которая исходит из Украины, военной угрозы для России. Теперь вот после того, как Украина понесла такие потери в вооруженных силах, в экономические потери, значит, людских потерь, теперь Украина долго не может угрожать бедной, несчастной, мирной России. И вот это нужно сделать немедленно, уносить ноги. Зафиксируем. Самое главное здесь вывод. Вот я вам все рассказал, чтобы вы поняли ход мысли этого народа, этой публики. Кстати, хочу еще добавить. Я думаю, что к этому, во всяком случае, финансово, к организации этого видеоряда принимал участие Медведчук. Потому что когда там описывались те ужасные вещи, которые по наускиванию злобного Байдена делал Зеленский в Киеве, там, между прочим, было упомянуто, что на Медведчука наехали. Тоже вот его партию там разогнали. Ну, казалось бы, тут глобальные вопросы решаются, всего мироздания. И тут появляется какая-то фамилия Медведчук. Ну, какой Медведчук? Почему не Ляпкин-Тяпкин? То есть вот напрасно они его туда вставили, потому что тоже видно, что там, по крайней мере, бабки Медведчука. Ну вот, то есть вот тезис, активное мероприятие. Это для ваты. Вату готовят. Сейчас они будут раскручивать это видео в ширнормассы ватные Российской Федерации, что надо улепетывать. И это будет наша победа. Но я бы обратил внимание на другое. То есть сама идея о том, что пора сматывать удочки, она хороша. Плохая идея вот насчет до границ 24 февраля прошлого года. Поэтому я хочу привлечь ваше внимание к другому активному мероприятию, которое связано. Но его переводили через другой канал. Начну с маленькой исторической справки. При Юрии Андропове, когда он был председателем КГБ, был такой деятель в Москве. Звали его Виктор Луи. Вы можете посмотреть в Википедии. Интересно, это судьба авантюриста высочайшего класса. Он отсидел в ГУЛАГе еще при Сталине, потом он, значит, там же он был завербован, а может быть до этого был завербован. Но при Юрию Андропову, когда он был председателем КГБ, пришла в голову гениальная мысль, или кому-то из помощников. Его сделали единственным каналом утечек информации из Кремля на Запад, когда это нужно было сделать. У него была шикарная дача, то ли в Баковке, то ли еще где-то в Переделкино, да, то ли в Переделкино. У него были несколько квартир, по тем временам шикарных, прямо в центре Москвы, в элитных, так сказать, районах. У него парк автомобилей иностранных. Это тогда, когда их практически ни у кого. Вот ездил Третьяк, вратарь Третьяк, Владимир Высоцкий ездили на Мерседесах. А у этого, у него был
Он сам хвастался, что парк западных автомобилей, в том числе и раритетных, у него был больше, чем у Леонида Брежнева. Как работал это? Механизм этот работал. Через него, у него на даче собирались западные корреспонденты, западные дипломаты. Любого другого за эти бы встречи, связи повязали бы и на Колыму бы отправили, а у него все нормально было. А за это ему разрешали совершать контрабандные сделки. Валюта, затем иконы, картины. И особенно он баловался продажей рукописей всевозможных. Вот мемуары Хрущева, которые были записаны на аудиокассеты, на Запад передал именно он. Но за это он время от времени делал нужные утечки информации, причем он никогда не... Через него давали только точную информацию, исключительно. Ни разу из его уст не было никакой дезинформации. Поэтому точно знали, раз Виктор Луи, все понимали на Западе, что это КГБшный рупор, но он говорил правду. Ну вот, значит, потом развал Советского Союза, в 90-е годы никому это не надо было, там народ другим голова болела, приватизация, прихватизация. Потом при Путине, значит, опять начали вспоминать старое. Но, как всегда, то, что все новое, это было плохо. Мимика или поделка, плохая поделка старого. И теперь вместо одного Виктора Луи было создано много этих Луев. И вот один из них, которого с 90-х годов использовали для доведения информации для западной аудитории. Он болтался на всех приемах, в том числе в американском посольстве, и доводил направленную информацию. Назовем его, я не хочу называть его имя, фамилию, пусть работает дальше, пусть доводит информацию. Назовем его слово Серёня. Псевдоним давайте ему дадим такой. Так вот, где-то 2-3 недели назад Серёня дал интервью, в котором он, ссылаясь на совершенно надежные источники, объяснил, что думают и планируют в Кремле в течение этого года, может быть, начало следующего. Речь идет так же, как и вот в видео, которое я только что рассказал, о выводе российских войск. Однако не до 24 февраля, а о полном выводе российских войск со всей материковой части Украины, включая Донбасс. То есть не до 24 прошлого года, а фактически до границ 2014 года. Это, так сказать, материковая часть, основная. Что касается Крыма, то там предполагается переходный период примерно на 3 года. В течение этого времени, в течение первых 2 лет власть в Крыму будет передана гражданская власть будет передана Киеву, но потом будет решаться вопрос с базами. Также было сказано, что не будет никакого применения ядерного оружия, поскольку после того, как сделали ошибку кремлевские, начали трясти эти ядерными причиндалами, и последовали звонки отовсюду, надо полагать, прежде всего из Индии, из Китая, где кремлевски было сказано: ребята, не дай бог, иначе вы останетесь одни, и тогда вам крышка. Тогда ни через одну страну мира вы не обойдете эти санкции, и вы умрете, вы будете задушены. Вас выгонят из Совета Безопасности, просто не пустят, станут полицейские у входа в здание ООН, и российские представители туда не пустят. И в это время будет заседание Совета Безопасности, куда вы не сможете попасть просто по техническим причинам. И будет принято решение о объявлении против вас глобальных санкций в мировом масштабе. Совет Безопасности примет это. И все.
конец. Кстати, очень реалистично, потому что вот так же в свое время, в 50-м году, было принято решение ООН по Корее. Когда Северная Корея напала на Южную, ночью собрался Совет Безопасности, а Россия там, Советский Союз, не присутствовал, потому что накануне Советский Союз на что-то там обиделся и сказал, что он не будет присутствовать на следующих заседаниях Совбеза на некоторый там период. Они не явились. И вот без них было принято решение о необходимости введения войск ООН в Корею, а этими войсками ООН оказались Соединенные Штаты Америки. Ну вот пошло после этого война и так далее. То есть вот отсутствовала страна, и также она может отсутствовать. Полицейский не пустил, и вот она будет отсутствовать. Хорошая идея, кстати. Очень хорошая идея. Короче говоря, как описал Серёня, это практически полный слив. И вот зачем я все это вам рассказываю? Рассказываю за тем, что, имея хороший профессиональный опыт в области активных мероприятий, я, да, присутствующий при разработке многих из них на основных направлениях, а это американское направление, я вам могу сказать так, что вот это видео, о котором рассказал, это безусловно активное мероприятие. Это кто-то из представителей властных структур, которые не противники Путина, потому что вот, описывая всю эту тяжелую ситуацию, авторы этого видео не бросили ни малейшего камушка в адрес Путина, что этот болван-то, собственно говоря, весь эту ситуацию создал. Не злобный, там, гениальный, хотя очень умный Байден, а именно окурок и бледная моль являются виновники этого. Но, тем не менее, ни разу не было упомянута его фамилия там в негативном плане. То есть это, скорее всего, очень похоже на спецслужбы, российские спецслужбы. То же самое Серёня. Серёня – это 100%, я вам могу дать гарантию, что такую речь, как я вам сейчас ее описал, такое вольтерьянство и свободомыслие Серёня бы не использовал бы даже в самом страшном сне, ежели бы ему не было на это дано прямое указание. То есть это 100% сливной бачок, который иногда косит под дурачка, но грубо никогда не ошибался. То есть его нельзя сравнить с Виктором Луи, потому что там, однозначно информация от Виктора Луи, это значит однозначно 100% адекватная, правдивая информация. Здесь нельзя сказать насчет 100%, потому что Луи сливал информацию Кремля. Одна власть, один хозяин. Все, раз он сказал, значит так и есть. А тут я вижу сейчас как минимум 3 фракции наверху в России. Это Кремль, с другой стороны спецслужбы, третье – это военные. И между ними не очень-то сейчас хорошие отношения. И у меня такое впечатление, что военные и спецслужбы в последнее время все ближе смыкают свои ряды. И это происходит до такой степени, что Путин уже серьезно испугался. И их очень беспокоит весенне-летнее наступление ВСУ. Их очень беспокоит танки, бронебойные снаряды с урановым наконечником. Их очень беспокоят дальнобойные ракеты, которые уже есть, и будет еще их больше в распоряжении ВСУ. То есть они со страхом готовятся к вот этому периоду. И они не знают, что противопоставить, потому что с ядерным оружием, вот с этими ядерными причиндалами, их уже предупредили, и деваться им некуда. Поэтому вот я вижу вот этот призыв отчаянный Путина через 2 дня после послания федерального бюджета, федеральному собранию. Это отчаянное послание. Страна на грани развала, и только я, находящийся у власти, я являюсь
тем человеком, который может удержать этот процесс, значит, вот, от дальнейшего развития. То есть это он говорил про себя, чтобы остаться. Черт с ним, как там это все будет происходить, но только я, не убирайте меня, пожалуйста. Вот главный подтекст того, значит, месседжа, который послал Путин в своем интервью телеканалу «Россия-1». Все это я вам, господа, говорю для того, чтобы мы имели представление о реальной ситуации в стране и в мире. Тут никаких шапкозакидательских настроений нет и быть не должно. В ВСУ должны готовиться, я уверен, что они это делают, к самым напряженным и обязательно победным сражениям в весенне-летнюю кампанию. И если это удастся, я не сомневаюсь в их мастерстве. Я просто надеюсь, что Запад по полной программе сумеет поставить все то оружие, которое необходимо для победы. И тогда мы с вами будем присутствовать в переломной ситуации уже где-то к осени этого года. Это не прогноз, это не пожелание, но это так вот вытекает логично из того, что я вам сейчас рассказал. Рассказал вам о реальных фактах. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, надежды, выдержки, твердой веры в нашу победу. До новых скорых встреч.